Здравствуйте, наши дорогие друзья! Я Саша Иванов, тренер-консультант, руководитель школы отношений. И мы находимся в проекте SHEO School. Это второй день в предмете, второй урок по предмету основы, где мы занимаемся, значит, основами SHEO-подхода, как бы базовыми установками, убеждениями. Да? Я должен вам сказать, что мы занимаемся не просто отношениями, а мы это называем экологичными отношениями. Экологичными – это значит, мы за длительные отношения, но чтобы они были не занудные, чтобы они не были скучными, чтобы они не были отупляющими, чтобы люди после них не выглядели разваленными. Да? Это отношения интересные, это отношения развивающие. И для того, чтобы такие отношения строить, требуется квалификация, требуются навыки специальные, да, и, собственно, мы вот эти установки, эти навыки передаем учащимся. И я делаю это прямо сейчас. Так вот, экология отношений, она состоит из 4 ингредиентов. Есть 4 ингредиента, и есть, значит, 4 SHEO-принципа, что называется. Эти ингредиенты такие: смысл, власть, язык, значит, культура. Да? Я бы по порядку их рассказывал, но это вы можете и прочесть, там есть ссылки на эту тему. А я хочу, учитывая то, что мы посвящаем эту неделю флирту, я хочу остановиться именно на власти. Да? Вот второе слово – власть. Смысл, власть, язык, культура – власть. Да? Власть – это всегда, понимаете ли, неравенство. Да? В экологичных отношениях это неравенство, разумеется, тоже есть, но важный момент, оно определяется не полом, что значит я мужик, я главный, или значит я женщина, и как бы все вокруг меня, не возрастом, что типа я старше, как бы, а ты как девчонка, типа, да, не там национальностью, там кто-то русский, не русский, американский, там еще, неважно, как бы, да, ничем другим, кроме квалификации. То есть кто в чем разбирается лучше, тот и главный по этому вопросу. Понятное дело, что вопросов в отношении множества всяческих, поэтому мы в экологичных отношениях реализуется сложное неравенство. Сложное неравенство, и об этом мы тоже не будем говорить, а сразу, значит, перейдем к флирту. Что во флирте тоже есть неравенство, и оно определяется тем, кто решает. Если вы проявляете инициативу, то ваш партнер решает. Понимаете, вот момент, да? Сразу становится главнее. Как бы я предлагаю, там, типа, пойдем, или там, ты мне нравишься, там, или дай мне телефон, или там, созвонимся, или еще что-нибудь, пойдем погуляем, а партнер решает. Кто решает, тот главный. Получается, что я с инициативой, а он главный. И это главенство может закрепиться на будущее. И, скорее всего, именно так оно и будет, именно и закрепиться. Но, да, если я предлагаю, то мне могут и отказать. Это, конечно, болезненно. Но я-то могу, когда меня послали, допустим, пойти и к другим тоже предложить, я-то могу идти по рынку, да, а тот, кто отказал, он вынужден ждать следующего. И хорошо, если у него есть вот такие ресурсы, которые позволяют ему просто сидеть в ожидании, пока, так сказать, очередь, значит, не пойдет как бы мимо него и будет предлагать. То есть он в такой как бы зависимой позиции, хотя он и решает. Мы за предложение, мы за инициативу. Если я пришел вот на этот рынок отношений, хорошо бы, чтобы я мог ходить и выбирать лучший товар, лучшего, значит, продавца, делать предложение, обсуждать, и если что, как бы идти, выбирать, значит, что-то другое. Поэтому вне зависимости от того, какую позицию вы занимаете во время флирта, давайте как бы тренировать инициативу. То есть спортивно, да? То есть ходите и предлагайте, во-первых. Во-вторых, тренируйтесь получать отказ. Потому что, когда речь идет о постоянных отношениях, это очень полезный навык. Отношения – это всегда компромиссы. Это всегда предложения, это всегда отказы. Кто-то предлагает, кто-то отказывается. Иногда сам себе предлагаю, сам отказываюсь ради там чего-то большего. Так что тренируйтесь предлагать тем, кто точно откажет, например. Да? Вот хорошая практика. Дальше следующий момент. Тренируйтесь предлагать так, чтобы вам не отказывали. То есть,
не одним и тем же путем, а учитесь это делать снизу, смиренно, учитесь это делать сверху, нахраписто, учитесь это делать на равных, как бы, ну, там, давай договоримся, типа, да, учитесь это делать артистично, ярко и так далее, и так далее, и так далее. То есть тренируйтесь делать так, чтобы, вам не отказывали совершенно. И какой-то четвертый пункт у меня был, но не знаю, вспомню я его. Да, и учитесь, это главное, учитесь предлагать так, чтобы вы потом и решали. То есть вы подходите и говорите, ну что, познакомимся? А потом говорит, нет, подожди, извини, нет, никаких знакомств. И уходите. Типа, да? И получается, что вроде бы предложили вы, партнер должен решить, но вы уже отказались, и у партнера есть желание теперь с вами опять встретиться, чтобы в итоге как бы доиграть. Вы можете потом вернуться, еще что-то обсудить, еще уйти, и в итоге как бы непонятно. Вы вроде бы и предлагаете, и вы вроде бы и решаете. Ну, то есть учитесь делать ходы. Эти флирт, это игра, это такое соревнование, это борьба, и в любви и на войне все средства хороши, как говорят, или как говорили раньше, и тренируйтесь в этом тоже. Да? И смысл, значит, урока заключается в том, чтобы почувствовать свою власть, чтобы осознать удовольствие от проявляемой власти, и чтобы эта власть вам нравилась настолько, что вам хотелось бы часто ее использовать, и подчиняясь, и главенствуя. Ну и во флирте, разумеется, тоже. Спасибо. До следующего урока. С вами был Саша Иванов.